Бегите от партнера, если он так себя ведет. Мы сегодня будем говорить о признаках нездоровых отношений. То есть, если вы видите, что ваш партнер ведет себя определенным образом, то, скорее всего, это является проявлением каких-то нездоровых отношений, неэффективных отношений. И вам в этих отношениях нужно либо работать, чтобы их настроить, чтобы они стали здоровыми отношениями, чтобы ваше взаимодействие было эффективным, либо вам нужно задуматься над тем, чтобы уходить из этих отношений, потому что они просто неэффективны. Собственно, название видео «Бегите от своего партнера» является ответом на ваши многочисленные вопросы, потому что часто мне так и пишут: скажите, стоит ли мне бежать от человека, с который вот так-то себя ведет? Я, в принципе, против того, чтобы от кого-то бежать, потому что бежать от кого-то — это что-то такое импульсивное, знаете, суетливое, что-то вот такое решение, принятое в какой-то горячке. То есть я считаю, что к отношениям, ко всем переменам в отношениях нужно относиться с толком, с чувством, так сказать, с расстановкой. То есть как-то нужно все проанализировать, принять решение холодное и, собственно, дальше это решение воплощать. Поэтому сегодня мы разберем с вами 7 основных признаков нездоровых отношений. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И если вам кажется, что тема нездоровых отношений, собственно, как их определить, важна, ставьте лайк под этим видео. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая вещь, на которую мы обращаем внимание, это есть ли ощущение свободы в ваших отношениях. Потому что любые отношения начинаются с того, что мы в этих отношениях много волнуемся. Предположим, первое свидание. Два человека стараются показать себя с какой-то вот такой стороны, как им кажется, они будут хорошо выглядеть. То есть мы в масках в определенных социальных одеждах. Мы очень много напряжения испытываем, потому что стараемся, в общем-то, к другому человеку показаться как-то вот так, как нам хочется. И если это здоровые отношения, то дальше мы должны по ходу развития этих отношений, эмоционально как-то раздеваться. Мы сбрасываем наши маски, причем это несколько масок. Мы сбрасываем сначала, самую такую маску, которая заготовлена для чужих людей. Потом следующие маски, наши какие-то социальные одежды. И пока это происходит, мы проделаем очень серьезную работу, потому что мы узнаем, какие у нашего партнера есть положительные качества. Мы этому удивляемся, мы думаем, как вообще это соприкасается с нашими качествами. Мы понимаем, какие у него есть отрицательные качества. Мы опять же понимаем, можем мы с этим как-то жить, не можем, что нам с этим делать. Мы в конце концов должны узнавать и принимать, что у нашего партнера могут быть такие качества, которые и не положительные, и не отрицательные, но, скажем, это не то, что ты ожидал. Или, скажем, у него нет тех качеств, которые ты мнил, что должны быть у твоего идеального партнера. То есть ты ожидал, что у него должно быть вот такое-то качество, а у него его нет. Это не хорошо и не плохо, но это не так, как ты себе все ожидал. И вот эта вся работа сближения, она предполагает, что в отношениях есть, с одной стороны, такое какое-то напряжение, связанное с работой, в отношениях, с работой, в любви, по сути. А с другой стороны, с каждым этапом вы чувствуете себя все более свободными. Вы можете, говорить меньше, подбирая слова. Вы можете что-то делать, так сказать, также меньше, проводя какое-то внутреннее цензурирование. То есть вы становитесь более близкими людьми друг для друга. Если вы понимаете, что какое-то достаточно долгое время вы уже находитесь в отношениях, а у вас все еще такое, знаете, какое-то смущение какое-то, сделанность, какая-то такая принужденность, как это было в первые разы, означает, что где-то вы застопорились, и кто-то из вас или оба, боятся из-за какой-то внутренней тревоги двигаться вперед, и эти отношения, они нездоровые. То есть эти отношения, они по сути как такие замороженные на первом этапе, и вам нужно как-то либо расколоть этот лед, либо понимать, что эти отношения, так сказать, этот поезд дальше не едет. Вторая важная вещь, на которую мы обращаем внимание, если вы в отношениях не можете нормально поговорить на какие-то волнующие вас темы, то это означает, что у вас нет настоящей близости. Смотрите мое видео по висхолдингу, есть в принципе такая манипуляция, когда партнер старается какой-то инициировать важный разговор, а другой человек его забалтывает, и по сути этого разговора не происходит. Бывает так, что в отношениях два человека живут вместе, у них вся рутина просто идеальна. У них нормальный рутинный секс, они нормально вместе проводят какое-то время, нормально каждый занимается своей какой-то деятельностью, они говорят друг другу доброе утро, вечером спокойной ночи, и все вроде бы хорошо. Но таких моментов какой-то близости особой, моментов искренности, моментов какого-то прорыва в этих отношениях давно не было. В такой ситуации возникает такая иллюзия, что я другого человека знаю просто как облупленного на 100%. Следующая иллюзия, которая возникает в такой ситуации, это что я могу его не спрашивать, а сама могу за него додумывать. Или он, сам должен догадаться, что я хочу. То есть в этой ситуации вы как будто бы находитесь в каком-то комфортном таком взаимодействии, но вы находитесь не в контакте.
Если вы понимаете, что в ваших отношениях давно не было вот такой вот моментов искренности, близости, какой-то такой вот душевной интимности, и их невозможно никак инициировать, то опять же это говорит о том, что вы находитесь в нездоровых отношениях. И может быть сейчас проблем никаких нет, вам кажется, что ну вроде как на что жаловаться. Но без вот этих вот моментов искренности, без контакта такого настоящего друг с другом, без вот ощущения, что у нас есть такая вот связь, такая пропитанная эмпатией, ваши отношения опять же дальше развиваться не смогут, и ну, через какое-то время вы столкнетесь с такой глобальной, тотальной скукой в отношениях, а скука в отношениях это проблема достаточно серьезная, потому что она приводит к изменам, просто к какому-то тому, что люди разрывают отношения, ну и к очень многим проблемам. Соответственно, отношения можно считать нездоровыми, если в отношениях есть достаточно много такой зависти. Знаете, такая зависть, когда один партнер старается другого немножко так подтопить, когда у того есть успехи. Ну, предположим, скажем, ну не знаю, там, у женщины повышение на работе, это повышение на работе предполагает, что она будет больше зарабатывать, повышает свой социальный статус, и, предположим, она еще начинает общаться немножко в других кругах. То есть ее коллегами теперь становятся люди немножко другого уровня. Мужчина все это, за всем этим наблюдает. Он начинает чувствовать себя более неуверенным. Ну, как правило, это бывает в ситуации, когда он до этого чувствовал себя немножко неуверенным. Вот здесь, получается, она как бы идет вот так вот level up, и в такой ситуации он, если у него есть вот эта вот зависть, он не старается ну, как-то работать над собой, чтобы сам тоже так же подняться, или, скажем, как-то ну, больше ей помогать своей женщине для того, чтобы чувствовать, что это, так сказать, немножко и моя заслуга, потому что я вот ее там поддерживаю. И, там, ну, то есть вместо того, чтобы работать как вот члены команды, мужчина в такой ситуации начинает вот, проявлять эту зависть через пассивно-агрессивное поведение. То есть он начинает обесценивающе фыркать, начинает ей говорить, да никуда ты там не пойдешь сегодня ни на какой корпоратив. Там, а как же семья и так далее. То есть он начинает ее ограничивать. В такой ситуации дело даже не в том, что мужчина ограничивает свою женщину, и как бы это в принципе неэффективно, он мешает ей работать. Дело в том, что в этой ситуации мужчина думает не, ну, как бы не о их отношениях, не о женщине, а о себе. То есть вместо того, чтобы заняться проработкой какой-то своей внутренней неуверенности, что там, скажем, на кушетке, так сказать, психотерапевта, что ты можешь просто взять и ну, найти работу получше, чтобы чувствовать себя более уверенным. Вот этим он не занимается, он все силы, так сказать, обращает на то, чтобы подтопить свою половинку, свою женщину. И, конечно, это отношения нездоровые. Перепады настроения. Я здесь говорю не о той ситуации, когда у человека какое-то заболевание, которое связано с перепадами настроения, типа там какой-то маниакальный, ну, депрессивный психоз там, или биполярка, как это сейчас называется. Я сейчас говорю о ситуации, когда вы находитесь в отношениях, и вдруг, например, ну, вот, скажем, ваша женщина говорит, что что-то у меня сегодня такое плохое настроение, и вообще я не хочу там чего-то вот делать, о чем мы с тобой договаривались, и вы понимаете, что это не связано ни с какими другими стимулами, как с чем-то, что происходит в ваших отношениях. Или мужчина, например, заявляет, что вот, вы замечаете, что он какой-то стал вдруг угрюмый, немножко такой раздражительный, вы его спрашиваете, в чем дело, он там что-то отвечает, а там что-то, не знаю, моя футбольная команда или на работе какие-то проблемы. И вы понимаете, что это дело не в том, о чем он говорит, а проблема в том, что есть какая-то конфликтная ситуация, у него есть какая-то неудовлетворенность, что-то ему там надо, но он об этом сказать не может, направляет это вот в таком каком-то грустно-гневливом, раздраженном настроении. И этот перепад настроения, соответственно, поскольку вы же находитесь с ним в одной семейной системе, он воздействует на вас, вы, естественно, тревожитесь, что же делать, и начинаете пытаться угадать, что для него нужно сделать. То есть, по сути, с его стороны, ну, в данном случае мы мужчину рассматриваем, это пассивно-агрессивное поведение, когда он ну, не в силах, так сказать, выразить в рамках такой, сказать, физиологической какой-то здоровой агрессии какое-то свое желание, предположим, я хочу, чтобы ты не шла на какую-то встречу, я хочу, чтобы мы с тобой вместе провели это время, предположим. Мужчина это сказать не может по какой-то причине, и он, поскольку он сказать не может, оно так не выродилось, и проявляется оно в его каком-то вот раздражении. Тут как бы пойди сама догадайся, чего я хочу. Такая форма взаимодействия, пойди догадайся, чего я хочу, она неэффективная, потому что ну, люди не умеют читать мысли друг друга. И если вы понимаете, что в ваших отношениях часто у партнера бывают перепады настроения, которые являются такими сигналами того, что вы что-то должны сделать другого, то есть такой очень грубый, неспецифический сигнал, который очень сложно разгадать, сложно понять, о чем он конкретно сигнализирует, то вам надо понять, что с этим нужно работать, нужно это либо исправить, либо вы находитесь в дезадаптивных, нездоровых отношениях. Игнор. Следующая вещь, на которую мы обращаем внимание, это если партнер в ходе какого-то, ну не знаю, вашего напряжения, связанного с разрешением какого-то конфликта, не находит ничего лучшего, чем просто вас начать игнорировать.
В такой ситуации, ну, предположим, пускай там мужчина игнорирует женщину, он с ней не разговаривает, он не обращает на нее внимания, как бы не смотрит на нее. Женщина оказывается в такой очень странной суперпозиции, в таком расщеплении. С одной стороны, это мой, скажем, муж, и, как правило, когда женщина и мужчина замужем, они, в общем-то, в браке должны общаться, так принято. Я это от него ожидаю. С другой стороны, по факту, вот он так себя ведет. То есть ты, получается, оказываешься в ситуации, когда тебе непонятно, как себя вести. Ну, предположим, я прихожу в какую-то кофейню и спрашиваю, там, сколько стоит кофе, пожалуйста, я бы хотел бы купить. А этот бариста на меня не смотрит и не отвечает. Ну, эта ситуация странная, но, скорее всего, рядом будет еще одна кофейня. И я как-то это дело переживу. А представьте, что эта кофейня единственная. То есть получается, что я постоянно нахожусь в каком-то вот, ну, в такой фрустрации. Игнор — это форма пассивно-агрессивного поведения, то есть это агрессия по отношению к другому человеку, которая вроде бы как неявная, и она сочетана с аутоагрессией. То есть у мужчины в такой ситуации есть такая фантазия, что для женщины общение важнее, чем для него, и если он не будет с ней общаться, то она получит, ну, как будто бы больший вред. А поскольку это еще и его выбор не общаться, то как бы он еще и контролирует ситуацию. Был такой описан случай, в Японии мужчина обиделся на свою жену и 12 лет с ней не разговаривал. Ну, такой типичный японский случай. Вот, ну, в плане такой необычности японской культуры в этом смысле. Так вот, если вы оказываетесь в отношениях с партнером, у которого стратегия решения каких-то конфликтов это игнор, это означает, что каждый раз, когда в ваших отношениях будет возникать какой-то конфликт, какая-то конфликтная ситуация, они постоянно возникают, он будет ее стремиться не решить, а усугубить, потому что игнорирование, пассивно-агрессивное поведение, оно только усугубляет конфликт, потому что конфликт не решился, еще и у вас как бы немножко так обида как бы накопилась. Поэтому, вот, опять же, надо понимать, если другой человек игнорит вас, вы по факту находитесь в нездоровых отношениях, нужно что-то с этим решать. Контроль. Контроль — это, по сути, такая токсичная забота. То есть, если мужчина, предположим, там, спрашивает у женщины, когда ты придешь с работы, а там не будет ли уже поздно, может тебя встретить, можете заказать такси, там, или а куда ты идешь, а вот, может быть, там, если ты туда пойдешь, может быть, опять же, там, тебе возьми зонтик с собой. То есть, это все проявление заботы, когда ты, ну, как бы волнуешься об интересах другого человека, любимого своего человека. Это признак здоровых отношений. Но если ты его начинаешь контролировать, то есть ты, предположим, мужчина в такой же ситуации, начинает женщину расспрашивать, а куда ты идешь? Ты идешь с подружками, а что будут за подружки? А дай мне телефоны всех этих подружек на всякий случай. Когда начнется ваша вечеринка, когда закончится, кто там будет, что вы будете делать, как ты будешь добираться домой, каким образом, каким маршрутом. То есть получается, что, во-первых, мужчина старается в такой ситуации очень много узнать о женщине. То, что, возможно, ей не хотела бы говорить, потому что, ну, собственно, отдых предполагает какую-то спонтанность, а тут я должна, ну, как бы о всем отчитаться и как бы взять на себя обязательство, что я буду следовать этому плану. Кроме того, в такой токсичный контроль предполагает, что человек, ваш партнер, не только он как бы осведомлен о всем, что с вами происходит, он еще и на основании вот этой осведомленности начинает вами руководить. То есть он поспрашивал, там, с какие будут подруги, а потом он начинает вам указывать, что с этой подругой не общайся. То есть в такой ситуации, получается, человек печется не о ваших интересах, как в случае с заботой, а о своих интересах. Когда человек контролирует другого человека, он печется о своей тревожности, о своей какой-то неуверенности в себе. Он как бы кормит собственную вот эту какую-то ревнивость, опять же, связанную с неуверенностью в себе. Поэтому, если в ваших отношениях много вот такого ограничивающего контроля, когда вам как бы лезут во все щели, то, опять же, это признак нездоровых отношений. И следующая важная вещь — это соматизация. Если вы знаете, что в ваших отношениях, когда возникает какой-то конфликт, и вы собираетесь его оговорить у кого-то из партнеров, у вас, возможно, у другого человека, начинаются какие-то внезапные хвори приключаться. Причем это такие обычно какие-то вот расстройства или болезни, которые нетипичны. Скажем, это какая-то гипертония у человека, которому там до 30 лет. Скажем, это какие-то перебои в сердце, аритмия у человека, который, опять же, молод, здоров, то есть был проверен, там, ходил к кардиологу, у него здоровое сердце, все хорошо. А тут вроде как субъективно чувствую, что у меня аритмия, я сейчас не могу об этом говорить. Аллергии всякие бессимптомные, какие-то синдром раздраженного кишечника. То есть такие заболевания, которые как бы немножко не клеятся с образом жизни, возрастом и вообще уровнем здоровья этого человека, и которые еще как бы не очевидны.
Такой ситуация это на самом деле является таким неосознанным способом, это не симуляция, это соматизация. То есть человек не специально там врет вам, что у меня голова болит, а у него голова не болит. У него действительно может заболеть голова, или у него действительно он может быть там синдром раздраженного кишечника, он начинает крутить живот, ему нужно в туалет, он озабочен процессами в своем теле, которые его отвлекают очень эффективно, можно сказать, отвлекают от разрешения той проблемы, о которой вы собирались поговорить. В такой ситуации, опять же, надо понимать, что вы находитесь в ситуации, когда какие-то темы в ваших отношениях, они невозможны для проговаривания, и с этим нужно как-то поработать. В такой ситуации вы можете обратиться прямо к специалисту, то есть идете к какому-то там, скажем, семейному психологу, и раз вы оба собрались идти, и вот вы такие уже идете, если вы туда дойдете, то вы уже будете обсуждать эту проблему. Если вы не дойдете, то, значит, опять же, у одного из вас будет вот эта вот соматизация, то есть какие-то заболевания, с которыми нужно, тогда ему уже нужно индивидуально с этим работать. Но в любом случае, если вы не можете разрешать какие-то конфликты, я вот всегда говорю, в любых отношениях есть конфликтный фон. Не то, что в любых отношениях должны случаться конфликты. Есть постоянно какой-то один, два, несколько конфликтов, которые прямо сейчас не разрешены. Потому что близкие люди слишком близки друг к другу. А когда ты слишком близок к другому человеку, ты не можешь с ним нигде перетираться, нигде не могут пересекаться ваши зоны интересов. Постоянно случаются какие-то конфликты. И чем люди более близки друг с другом, чем люди более как-то вот вовлечены в жизнь друг друга, тем больше у них возникает конфликтных ситуаций. И в отношениях очень важно не избегать конфликтов, а идти в решение конфликтов и решать их. А тут получается такая ситуация, что какая-то тема, скажем, она невозможна для проговорения, потому что по каким-то там психологическим причинам, не знаю, там родители в детстве запрещали, не знаю, для меня это какая-то ситуация непереносимая. И у меня включается такая психологическая защита, что в момент, когда я понимаю, что мы сейчас должны об этом поговорить, у меня там живот скрутило, или голова заболела, или там чувствую, что сердце пульсирует, чего я обычно не чувствую. Меня это пугает, я не думаю теперь о проблеме психологической, внешней. Я думаю о том, что со мной что-то происходит, я там чуть ли приближаюсь к тому, чтобы начать умирать. Пытливый слушатель мог заметить, что часто в этом видео я говорил о пассивной агрессии как о признаке нездоровых отношений. Это так. Дело в том, что мы так воспитываемся, что вот в детстве детям много говорят, что нужно не конфликтовать, нужно как-то, в общем, находить какие-то общие точки соприкосновения, там, с дураком не спорь, лучше сделай, как он хочет, там, и так далее. Получается, что часто бывает так, что встречаются два человека, которые очень сильно заряжены на то, чтобы не идти в конфликт, а чтобы конфликт избегать. А при этом ситуация вот этой вот жизни очень близко с другим человеком, она, как я говорил выше, переполнена просто конфликтными ситуациями. Поэтому очень важно, чтобы вы умели проявлять здоровую агрессию. Это не когда вы там друг друга бьете там, или не знаю, что-то друг против друга делаете, а когда вы можете прямо, не стесняясь, пытаться влиять на другого человека максимально честным и искренним способом, не используя какие-то там манипуляции. Прямо говорить о своих желаниях, о своих потребностях, о том, что вам не нравится в другом человеке, о том, что вы хотите, чтобы что-то изменилось, или о том, чтобы вы не хотите, чтобы что-то менялось, о том, что вы с чем-то не согласны, о том, что для вас что-то важно. То есть все эти вещи, вот когда вы не можете это прямо говорить, вот, по сути это проявление здоровой агрессии, потому что вы вот таким посланием по сути меняете отношения и как будто бы приглашаете вашего партнера тоже измениться. Вот это вот и есть проявление здоровой агрессии. Если оно запрещено, то получается, что вы держите это в себе, ничего не происходит, накапливается неудовлетворенность, и потом эти отношения оказываются из нездоровых, так сказать, больными, а потом и мертвыми. То есть люди просто расходятся. Поделитесь, пожалуйста, какими-то признаками нездоровых отношений, которые, возможно, когда-то имели место в ваших отношениях, то есть чтобы это было, так сказать, вы своим опытом поделились. Это для меня важно. Соответственно, если вам это видео понравилось, вообще тема кажется важной, ставьте лайк, делитесь ее в своих соцсетях, чтобы ваши друзья смогли посмотреть. Соответственно, подписывайтесь на мой канал, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.